Дорогие друзья, приветствую вас в коридоре затмений. Со 2 по 7 мая давайте разберем эту неделю. Я назвал ее «Просветление», которое может случиться с вами 1-2 мая. И возвращение в наш бренный, переполненными эмоциями, переживаниями мир буквально уже 6 мая. Неделя очень прям невероятно. С позиции того, что начало недели включает вот реально ощущение того, что вы мегамозг. Какое-то чистое сознание, чистое, незамутненное никакими страхами, переживаниями, болью, эмоциями, старым опытом, незавершенных гештальтов и всего, вот что там у меня в прошлом было. Затмение 1 мая проходит на узле будущего. Оно буквально отрезает от всех старых страдательных программ. А во-вторых, оно происходит в соединении с Ураном, который говорит о том, что я вершина сознания, я мегамозг, я могу все, и это, знаете, как мозг, отрезанный от тела. Ощущение того, что как мозг, отрезанный от всех страданий, от переживаний, ощущение чистого потенциала разума. Ну, звучит очень пафосно, но реально многие ощутят вот это состояние, словно бы ваше сознание открывается, и вы настолько быстро, интересно, оригинально вы начинаете мыслить. Вы находите решения, которые у вас годами могли вот где-то скрежетать, как-то вот не решаться. Тут прям вот бинго, понимаю, как упростить, сделать оригинальный, неожиданный ход, решение. И вот это ощущение того, что чистое сознание проснулось в вас, и оно прям какой-то вау-эффект несет. Опять же, это затмение имеет сильное влияние Урана, и если Уран в вашей карте активен, тогда вы ощутите все прелести этой планеты. Но опять же, Уран может быть добрым, может быть злым в карте каждого человека, и проиграется он в соответствии с личной, натальной картой. Я в этом смысле курс, который сейчас делаю по астрологии, там мы будем разбирать эти моменты, потому что прогнозы прогнозами общие, которые я здесь комментирую, но все прогнозы проигрываются ровно в наложении и в соответствии с вашей личной натальной картой. То есть, по сути, общий прогноз я озвучу общий фон. Это как, знаете, грозовое облако или там гроза, которая идет, но шандрахнет вас конкретно молнией или нет, будет отвечать ваша личная карта. Но я пытаюсь обрисовать обстоятельства, в которых все происходит, где-то все-таки предостерегаю, хотя нюансы зарыты лично в вашей дате рождения. Об этом, собственно, и курс, который сейчас запускаю в начале мая. Внизу, опять же, есть ссылочки на то, чтобы его записаться, если хотите участвовать. Суть в том, что это затмение 1 мая, оно дает вот это торжество разума, словно бы я мегамозг, и я все понял, я просветлел. Второе, что происходит на этой неделе, то есть одно дело это чувство легкости, которое может прям в понедельник, вторник создаться, а другой момент, что в пятницу, в субботу мы возвращаемся к нашим баранам, мы возвращаемся на нашу бренную землю и понимаем, что голова у нас не отдельно от тела, не отдельно от сердца, не отдельно от чувств, не отдельно от какой-то эмоциональной истерики, которая вот начинает внутри просто вот снова навзрыд, просто ручьями. Хочется рыдать, чувств, эмоций, и снова вот это ощущение того, что я погрузился во все эти страсти. И вот это пятница-суббота, при этом пятница-суббота это всего лишь будет демоверсия того мощного скорпионовского затмения, которое во всех страстях разыграется 16 мая. И в этом смысле два затмения и коридор, в котором мы сейчас участвуем, они имеют отчетливый такой явный привкус. 1 мая – это затмение чистого разума, сознания, которое понимает все и способно прозревать. И второе затмение 16 мая, которое говорит о том, что извини, умная головушка, ты находишься в этом теле с этой химией, с этими чувствами, с этими страстями, ревностью, болью, страхами, желаниями, невероятной какой-то эйфорией, и все это затмевает твое сознание и лишает тебя этой разумности. И вот на этом контрасте, на этой двойной дуальности мы включаемся смело в этот коридор затмений. 1 мая дает нам просветление, 16 мая возвращает к пониманию того, что еще не свободны, вы еще часть этого мира, и нужно жить и понимать свое тело, свои инстинкты, свои чувства
И не тешите идеей, что вы чистый разум, как вы очень явственно ощутите 1 числа. Ладно, такое вот вступление. Я надеюсь, вы проживете эту неделю достойно, красиво, ярко. Здесь много важных дополнительных нюансов, которые я расскажу по знакам зодиака. Здесь включается черная луна в среду 4 мая, которая может создать какие-то сомнительные эмоциональные истории, недоверие в эмоциях. Здесь очень ярко начинает себя демонстрировать Венера в знаке Овен, которая создает желание какого-то яркого демонстративного шоу в ночь, особенно с субботы на воскресенье. И обо всем этом мы сейчас поговорим и разберем. Давайте разберем по дням. В понедельник 2 Луна все еще находится в знаке Телец. И, в принципе, в начале дня она может прямо еще так серьезно подтолкнуть к решению материального большого денежного вопроса. Типа 1 мая, в воскресенье, в момент затмения, была такая приглушенность. Вообще в день затмения, то есть 1 мая, ощущение, с одной стороны, освежения, освобождения, словно бы свалилась какая-то старая прежняя реальность, здесь затмение идет с узлом будущего, оно буквально отрезает вас от всех старых страданий, от всех старых мытарствований, от всех старых циклов перерождений, трансформаций. Здесь это, знаете, как история с просветлением. Вот реально оно будет ощущаться как то, что я выхожу из мира санкар, всех вот этих страстей, и я просто вот отрезан от всего своего сумасшедшего потенциала боли, там, страстей, переживаний, которые были за моей спиной. И в этом смысле какое-то чувство легкости, высвобождения, прям вот легко вздохнули. Оно прям есть 1. Но делать какие-то рабочие моменты, дела, процессы сложно, потому что затмение, оно контузит. То есть на весь день просто ощущение того, что не то чтобы дали по башке, ощущение того, что просто вот в уши воду заложило, и все какое-то такое медленно странное, как будто все в измененном состоянии сознания проживается. Но это золотой момент для того, чтобы формировать намерения, формировать программу для своей психики, для своего мира, куда двигаться и развиваться. Поэтому 1 мая, начиная с момента затмения, 23:35 по Москве оно происходит 30 апреля вечером, и для кого-то это будет уже утро 1 мая. И вот весь день, особенно час затмений и потом целый день, держать для себя какой-то важный фактор в своем сознании, что для вас первично значимо и ключевое. День неэффективный для беготни 1 мая, неэффективный, и слава богу, выходной, но он неэффективный и для праздников, рабочих, социальных моментов. То есть это не про общение, не про коммуникацию, это про то, что собрать себя, свою реальность во имя чего-то стоящего. И поэтому не столько пытайтесь здесь коммуницировать с кем-то, находить какие-то интересные там обсуждения. Вот 2 числа, 2 лунный день, он прям идеален для того, чтобы начать делать какие-то первые шаги, начать реализовывать то настроение, тот запал, то сознание, которое было заложено 1 числа. Но это, знаете, сначала зарождается сознание, а потом уже у этого сознания появляются руки, возможности, ноги куда-то там бежать, что-то делать. Вот 1 — это чисто зарождение сознания. Там еще делать ничего не надо, там еще рано что-то делать. А вот 2 все, закатали рукава, взялись за какие-то обсуждения. С утра материально-денежные, ближе к вечеру просто поговорить. Там Луна уже перейдет вторник, перейдет 2 в понедельник вечером в знак Близнецы, и там появится легкость, прям совсем легкость. Потому что контуженность 1 числа, она все-таки будет давать о себе знать. Друзья, просьба еще, когда что-то проигрывается или не проигрывается, пишите
в комментарии помимо слов, отзыва, пишите плюсики от 2 до 5, насколько по сказанному проходит события вашей жизни, насколько коррелируют они с прогнозом. Для Луны в Близнецах. Здесь вечером в понедельник, 2 числа, включается уже Меркурий в Близнецах, который буквально ощущается как такая легкость во всем сознании, во всем происходящем. Если 1 числа был контуженным, то вечер вторник, вечер 2, он прям вот, как интересно, увлекательно. Здесь очень легко схватывать информацию, чему-то обучаться, о чем-то общаться, о чем-то разговаривать, открыться к диалогу, к разговорам, к общению. То есть здесь все это идет на отлично. Голова свежа, с легкостью находит способы, возможности реализовывать то намерение, которое вы заложили 1 мая. Вторник, 3 мая. Здесь, в принципе, день тоже очень энергичный, но ближе к вечеру, где-то там ближе к 18 Москвы, включаются такие сильные отголоски эмоционального фона, какая-то тема общения с близкими, с теми, кто связан у вас с эмоциями, но все равно такой деловой, хороший рабочий настрой остается. А вот 4, с одной стороны, вся рабочая тематика, вообще начало этой недели, понедельник, вторник, среду, идеально, если вы занимаетесь не эмоциональными вопросами, не столько близкими, родными, несмотря на то, что здесь очень много праздничных дней, а занимаетесь фокусировкой на материальных целях вашей жизни. Именно они здесь получают очень хорошее прояснение, либо обучение чему-то. И вот 4 тоже хорош достаточно для рациональных материальных вопросов, но здесь уже очень сильно начинает фонить черная луна, которая сейчас находится в знаке Рак, и 4 она может проиграться очень очевидно, как какая-то сомнительная история, где непонятно, то ли доверять, то ли не доверять. Какой-то сомнительный хайп вокруг эмоционального, любовного, либо пространства, либо вокруг какой-то симпатии, которая вот ярко вспыхнула, проявилась и одновременно создала двухсмысленность в пространстве. Поэтому будьте аккуратны. В четверг в любовных эмоциональных вопросах они здесь могут нести некую такую неожиданную провокационность черной луны. Потом сделаю отдельно про черную луну в знаке Рак видео. Пока его нету, но со временем будет. И спасибо, ребят, кстати, за поддержку. Я, с одной стороны, сейчас много меньше внимания уделяю Ютубу, просто потому что он перестал приносить какой-то полноценный доход, поэтому я открыл и обучение, поэтому я вас и на обучение приглашаю. Но реально от вас очень много поддержки, донатов, финансовой поддержки приходит. Потому что я внизу под видео публиковал свои счета для поддержки, и в принципе, это прям круто. Я реально удивился, насколько это прям работает, насколько откликнулись все. Ладно. Давайте пойдем дальше. И у нас... И здесь очень много инсайтов, озарений, в принципе, может быть. И это такой последний конструктивно рабочий день на неделе. Начиная с 5 мая, четверга, все начнет виснуть, тормозиться. И сонливость снова такая, что фиг делами, работой займешься, просто рубит. И это эмоциональное пространство, оно с 5 по 7 просто будет тушить любую инициативность, любую активность, любую динамику, пытаться что-то делать. Поэтому будьте готовы к тому, что 5, 6, по-моему, 5 это еще рабочий день, но будет такая сонливость, что глаза не продрать. И это, опять же, достаточно хорошее время для эмоций, чувств, но здесь очень много ностальгических моментов.
И в этом смысле вновь возвращается такое себе чувствование, что я, живой человек, склонный к переживаниям, к нюням, к соплям, к состояниям, к переживаниям. То есть я снова не вернулся к своему такому животному, инстинктивному, эмоционально за все переживающему состоянию. И если затмение 1 мая, оно реально звучит как «я мегамозг», я словно бы отсоединен от тела, я отсоединен от всех страданий этого тела, у меня какое-то прям просветление, то есть я чистое сознание. Так буквально звучит затмение 1 мая. Я еще эту ссылку делаю на то, что, по-моему, даже, я сейчас не помню, откуда я все это анализировал, дата рождения Будды, он по западному, по-моему, как раз Телец с Сатурном в Скорпионе. И эту ось, сейчас это идет, то есть затмение с Телец и Скорпион, он как раз прорабатывал. И Сатурн в Скорпионе буквально звучил как мы часть этого физического организма, склонного к страданию, не склонного, а построенного на переживаниях, эмоциях, чувствах, и страдания есть, собственно, отчасти суть этого организма. А Солнце в Тельце и затмение здесь 1 мая, оно говорит о том, что мы есть чистое сознание, которое может выйти из этого мира страданий эмоциональных. И затмение 1 мая, оно звучит как «просветлись, стань чистым сознанием», и вы будете в себе это ощущать прям очень ясно, словно бы вы превратились в такой мегамозг, который невероятно как соображает и невероятно ясно, но словно бы отключили весь свой эмоционально-чувственный механизм. Здесь 6-7 вновь приходит понимание того, что я в этой физической оболочке, склонный пострадать, склонный поныть, склонный много спать, жрать и округляться. И, эта тема, вернулись к нашим баранам, вернулись к тому, что мы не сверхсознание. Это знаете, как 1 мая приход от кокаина, от того, что я сверхмегамозг. Я не пробовал, сразу скажу. А 6-7 ощущение того, что у вас такой жуткий отходняк на тему того, что вновь вернулись все старые страсти, переживания. И процессы 6 мая, они по сути похожи на процесс, который будет 16 мая в затмении. Там этими скорпионовскими страданиями и понимание того, что все мы часть мира построенного, все мы живые люди, построенные на материале животном, и насколько мы с этим умеем справляться, покажет потом затмение 16 мая. Я сейчас, конечно, очень большой отход от темы сделал, но надеюсь, вы найдете его полезным. Я сейчас точно не помню. Напишите, насколько вам понравилась эта ремарка про Будду, его дату рождения, что он вроде как, скорее всего, по Солнцу Телец, Сатурн в соединении с Луной у него в Скорпионе, при этом Солнце, скорее всего, в соединении с очень крупными планетами типа Уран, Плутон, и в чем-то то, что мы проживаем в этот коридор затмений, это немножко похоже на историю. То просветлеем 1 мая, то погрузимся по самое не хочу во все страдания, эмоции и чувства 16 мая. Ладно, буду ждать ваших комментариев, впечатлений. И опять же, друзья, подписывайтесь, если вы первый раз на канале. Я сейчас хоть на ютубе не заработаю, но хоть подписчиков наберу. В том смысле, что монетизация отключена сейчас по России. Ладно, харе. 6 мы вновь в эмоциях, ностальгия, сильные эти переживания возвращаются. 7 числа в субботу большую часть дня Луна находится в Скорпионе, все еще создавая такой сильнейший фон лени, не хочу ничего делать, хочу лежать на диване, хочу быть в своих эмоциях, в своих страданиях, размазывать все эти сопли и все это переживать так, что у меня в какой-то момент хочется просто разрыдаться, вскрыть все эти эмоциональные. То есть если 1 мая было ощущение того, что я мегамозг, который освободился от всех страданий, то 7 здрасте, снова. Вечером 7 Луна перейдет в знак Лев. И здесь начнет включаться Венера, которая сейчас находится в огненном знаке,
Овен, и которая этой львиной луной будет провоцироваться на шоу. Возможно, в ночь 7 на 8 вероятна ситуация, в которой вы участвуете в каком-то очень ярком шоу-процессе, где демонстрации первое место представлено. Но на самом деле аспект идет где-то на 2 часа ночи 8 числа. Владивосток, скорее всего, это утром встретит, а Москва, скорее всего, уже уснет. Хотя, если вы планируете зажигать в ночь 7 на 8, то это может получиться очень такая яркая, по впечатлениям, наполненная какими-то элементами шоу ситуация. Ну и там Венера в Овне себя проявит. Венера в Овне, опять же, это про влюбленность, эмоции, симпатии к людям, героям. Людям, которые вот как кумиры, которые вот зажигают, вдохновляют. И здесь есть, возможно, вот такой первый импульс пристрастия, симпатии к ярким демонстративным персонам огненного характера. Вот. В воскресенье здесь, в принципе, день имеет сюрпризы. Здесь также хорошо представлена такая яркая, огненная, динамичная энергия. Куда-то бежим, что-то делаем. Проснулись, потому что с четверга по субботу могло быть ощущение того, что все погрязли вот снова в каком-то ностальгическом, ленивом состоянии. Здесь в воскресенье все проснулись, полны энергии, решимости что-то делать. Здесь очень много тоже каких-то откровений, инсайтов. День наполнен драйвом, энтузиазмом, и он такой уже солидный, серьезный, инициативный. Поэтому, в принципе, 8-го достаточно хорошо могут решаться разного рода вопросы, да и, в принципе, энергия есть. Потому что 6-7 может быть ощущение того, что все, опять батарейки обесточены. Здесь батарейки вновь заряжены и энергия через край. В понедельник 9 тоже Луна в знаке Лев, но там масса противоречий. Несостыковки, необходимость бежать туда, бежать сюда, решать 33 вопроса. И это местами изматывает. И в какой-то момент желание просто забить на все ближе к вечеру, может быть, 9 числа. Но это в следующей неделе, мы ее потом разберем. На этом все с точки зрения дней. Надеюсь, вам понравилось. Дальше будем разбирать знаки зодиака, начиная, конечно же, с именинников. Давайте все-таки уделю внимание тому, что будет на обучении. Расскажу поподробнее, может быть, уделю этому даже минут 10-15, чтобы у вас была целостная картина понимания происходящего, связанного с тем курсом, который сейчас открываю, да и, в принципе, который у меня уже проходил. Это будет 5-й курс обучения по счету. До этого курсы проходили в 2020 году, в 2019. И перед тем, как начать обучение, я хотел бы ответить на многие ваши вопросы, которые вы пишете в WhatsApp или где-то еще, и эти 10 минут посвятить просто такому разбору полетов. Во-первых, обучение проходит на платформе с трансляциями, то есть вы вживую онлайн видите меня, я там раскрываю какую-то тему, вы одновременно в чате отписываетесь, здесь понятно, здесь непонятно, здесь окей, нарисовал, понял, решил вопрос, вот здесь вот не могу решить, то есть мы все это вместе делаем. Каждую неделю на выходных 1,5 часа идет занятие, всего 8 занятий, в итоге это все растянется на 2 месяца. За эти 2 месяца мы разберем буквально по занятиям. Первое занятие посвящено программам, системам отображения, как анализировать информацию астрологическую, какие сейчас есть самые удобные инструменты для этого, программы Z, SOTIS разберем. Разберем, как строить графики, как их вообще для любого человека, на любой период, на год, на месяц, на 10 лет, все это увидеть, построить и проанализировать. На втором занятии будем уже разбирать планеты, будем разбирать, как каждая планета, которая транзитно двигается где-то там по небу, влияет конкретно на вас. Потому что у каждой планеты свой характер, свои нюансы, свои особенности, и мы будем разжевывать, на что обращать внимание во влиянии планет. Также разберем тему аспектов. На следующем занятии будем разбирать, как проигрываются те или иные взаимодействия, потому что планета
ну, может косвенно, по касательной вас зацепить, может проиграться прямо, вот свалиться с неба и буквально заявить о том, что я здесь, извини, не пройдешь, вот реши со мной вопрос. Эти разного рода обстоятельства, нюансы в виде аспектов мы тоже будем разбирать на отдельном занятии. Потом будет занятие по домам. Вы много где на ютубе слышите 1, 2, 10, 8, 12 дома. И здесь вы сможете увидеть, как это проигрывается лично для вас. У вас будет и на распечатках прям конкретные дни, указания, моменты включения, где на вас, в чем это как повлияет. И сможете, в принципе, сами проанализировать все включения домов на ближайший там, год, там, 10 лет, как угодно. Самым главным в этом курсе является, по сути, 5-е занятие, где мы разбираем вашу личную карту. Потому что, по сути, все вот это положение планет вокруг нас сейчас – это просто транзитная погода, которая предполагает к тем или иным обстоятельствам, но сложатся они в вашей жизни или нет, прямо решает ваша личная карта, натальная карта на момент дня рождения. То есть она закладывает главные сюжеты программы, а реализуется из всего вот этого транзитного поля только то, что резонирует лично с вашей судьбой, заложенной в этой карте. И здесь мы будем разбирать особенности предрасположенности того, чем вы живете и на что настроена ваша карта, и как она удачно или неудачно воспримет тот или иной транзит, и как анализировать общий фон применительно к своему личному гороскопу. Также будем разбирать занятия отдельно, как все это интерпретировать, как все это совмещать, как все это складывать друг с другом. И будет занятие, посвященное созданию прогноза на год, и занятие уже более масштабное, рассматривающее десятилетний цикл, в котором мы сейчас живем. Каждый из вас лично в вашей карте сделает эти вещи. То есть я поэтому собираю вашу дату рождения, потому что мне изначально нужно подготовить более 10 распечаток на каждый месяц, на ближайшие пару лет, на ближайшую десятилетку. И начиная с занятия вы получите все эти материалы. Помимо всех этих распечаток на лично ваши события вы получите еще личный календарь, который, собственно, фундамент этого курса обучения. То есть календарь, который буквально как напоминание о том, что сегодня происходит вот это. Обрати внимание, вы будете заполнять дневники, обратную связь, смотреть, где у вас что сработало, где не сработало. В итоге у вас будет порядка полсотни разных комментариев за эти пару месяцев обучения, уже буквально сделанных выводов. Здесь я увидел, здесь я не увидел, как планета сработала. И все это позволит вам, прожив эти 2 месяца, фактически иметь опыт того, как лично в вашей карте проигрывается каждая планета. Проигрывается Венера, проигрывается Марс. Вы не просто столкнетесь с видеоматериалом, который просто прослушать, и вот эти 8 лекций. То есть лекции сами по себе вы можете найти где угодно. Их много в интернете, много очень хороших астрологов, которые дают лекционный материал. Суть этого курса вообще не в лекциях, а в этом календаре событий и в вашем дневнике, который вы ведете. И анализируя события, начинаете разбираться, что для вас лично работает. То есть главная фишка, что ли, этого курса — это вот этот личный календарь, где вы в течение 2 месяцев будете комментировать, отмечать события, которые происходят сейчас с вашей жизнью, а не где-то там теоретически потом, потому что очень легко спрогнозировать себе, что у меня будет через год, но к тому моменту, пока вы доживете, вы уже это забудете. Мы будем разбирать те события, которые сейчас имеют место в вашей реальности. И в этом ценность курса и его ориентированность на практичные обстоятельства. Но здесь есть свои ограничения. То есть есть ограничения для участников. И они связаны с тем, что если вам есть что отслеживать, тогда курс будет для вас рабочим. То есть уточню, что ваша жизнь все-таки должна иметь какой-то активный событийный ряд, чтобы 1-2 события хотя бы проходили в неделю. То есть может быть какая-то активная работа, может быть вы активно общаетесь с семьей, с родственниками, но события имеют место. То
То есть если вы просто заперты в 4 стенах, например, с ребенком, и вы не видитесь с людьми, нет общения, то достаточно мало возможности у планет зацепиться в вашем пространстве за какие-то изменения. У вас один день похож на другой, и никаких изменений изо дня в день, там, из недели в неделю, тогда прогноз будет очень слабо. Тогда само обучение с этими прогнозами будет очень слабо для вас, как-то эффективно. Поэтому одно из главных ограничений для участия – это наличие активного все-таки образа жизни, и когда есть события в течение недели. Второй момент ограничений связан с временем рождения. Огромнейшая часть курса построена на домах. Система домов, которая определяется и строится от точного времени рождения. То есть у вас должно быть известно время хотя бы в течение часа. Тогда курс для вас будет тоже рабочим. Если у вас время рождения неизвестно совсем, и вы, может быть, делали ретификацию, но ретификация всегда такой очень спорный момент. Если у вас вообще неизвестно время рождения в течение дня, тогда вы, обратившись к астрологам, к разным, независимо, вы получите совершенно разные независимые результаты. То есть один астролог скажет вам в ретификации. Ретификация – это уточнение времени рождения. То есть вам астрологи уточнят, но кто-то скажет, что вы в час дня родились, кто-то, что в час ночи, кто-то, что в 5 дня. И это свои нюансы сертификации. Поэтому идеально, если у вас есть оригинальное время там, на бирке, либо там мама, папа сказали, то есть есть конкретные объективные предпосылки, кроме ретификации. Ретификация хорошо работает на участках, когда вы знаете около часа, тогда плюс-минус несколько минут ретификация хорошо поможет. Но если вы не знаете вообще времени, то ретификация – это очень спорный инструмент. Но это вот такой небольшой нюанс, который часто спрашивают, поэтому я его прокомментировал. И для курса нам важно, чтобы у вас время рождения все-таки было известно и без ретификации. Хотя ретификация тоже плюс, если вы ее делали. Следующим ограничением является то, что вам нужно распечатать будет на чем-то материал. У вас должен быть принтер, либо должна быть возможность сделать распечатки. Я вам отправлю файлы, PDF, и вам нужно будет там сходить в печатный какой-нибудь магазинчик и там все это распечатать. Другой особенностью является, что в прогнозах мы постоянно имеем дело с этими распечатками и очень мелко напечатанным материалом, который я время от времени буду разбирать в наших встречах. Когда на мониторе я буду указывать, что вот здесь вот это значит, здесь это значит. Там очень много мелких моментов. Если вы только с телефона планируете прослушивать курс, вам сложно будет это увидеть. То есть вам нужен монитор. Не обязательно большой, он может быть там и 12, и 13 дюймов. Может быть это планшет большой. Тогда окей, без проблем. Это я о том, что часто спрашивают, насколько я смогу просто с телефона. Да, вы сможете посмотреть с телефона наш семинар, наше занятие, но хорошо, если вы сможете пересмотреть его потом еще на более крупном экране и там уже увидеть те нюансы, которые я рисую на графиках в момент занятия. Занятия будут доступны вам в течение полугода. То есть вы сможете пересмотреть любое занятие сколько угодно раз. Вы можете пропустить занятие, на следующий день его просмотреть. С этим проблем не будет. Доступ к материалам у вас будет. Также у вас будет и текстовая составляющая нашего общения, и будет возможность обратной связи. Давайте про обратную связь отдельно еще скажу. Во-первых, когда мы ведем трансляцию, то есть занятие, оно происходит в онлайне, там есть чат, и вы в чате прямо можете в течение занятия говорить: нет, не понял, стоп, здесь что это значит? То есть мы существуем в режиме онлайн диалога друг с другом, то есть есть обратный диалог и чат. Второй момент, домашние задания, которые вы будете делать, в них предусмотрен механизм, когда я буду отправлять вам опросники и просить ответить вас, где для вас было понятно, где непонятно, где вы усвоили, где вы сделали, где не сделали. Для меня это будет способом отследить, насколько вы в процессе. Это вот такой небольшой формат обратной связи, хотя лично анализировать ваши
обстоятельства я не буду конкретно каждого участника. Сразу уточню такой момент. Ну, то есть на курсе там будет более 50 человек ориентировочно. Может быть, до 100. И конкретно вытаскивать личные истории я не буду, но ситуация построена таким образом, что вы будете анализировать, что у вас происходит. Вам будут выдаваться, ну, прям расписание. Сегодня происходит вот это. Такая-то планета, такой-то аспект, такая-то ситуация. И описание. Вы, ну, как бы сопоставляете с реалиями, пишите небольшой отчет. Окей, у меня это проигралось так или не проигралось. В итоге у вас накапливается порядка там полусотни историй разных, и вы в этих историях начинаете сами уже анализировать, видеть, какая планета у вас как отрабатывает, и вы начинаете самостоятельно перерабатывать информацию. То есть курс в этом смысле дает возможность вам самим разбираться со своей обратной связью. Да, будет, конечно, чат, общий чат, где мы все друг с другом в обсуждении, где также есть это пространство диалога и между участниками, и со мной. Но главным механизмом погружения в анализ происходящего я делаю так, чтобы вы сами тренировались видеть, где у вас отработал аспект, где нет. Очень частый вопрос еще в том, насколько новичок или не новичок может быть участник курса. Здесь курс построен так, что он, в принципе, понятен, если вы вообще не знаете ни планет, ни аспектов, ни домов. Здесь будет вся эта информация для освоения. И он будет сделан в двух, ну, скажем, подачах. С одной стороны, будет базовая информация, которая, ну вот, очевидно на поверхности и понятна. Будут дополнительные инструменты, которые более расширенного формата, когда вы можете уже погрузиться в тонкости. Поэтому и для новичков здесь будет материал на поверхности, который они смогут взять, и будет материал для тех, кто уже знает планеты, знает содержание там аспектов, их описание. Для вас этот курс станет хорошим инструментом практики, потому что будет масса инструментов наблюдения и отслеживания конкретных событий. И вот, опять же, моя подача, которая станет для вас источником инсайтов или каких-то дополнительных озарений. Поэтому курс прежде всего ориентирован для получения опыта проживания вот этих 2 месяцев под каждым днем, когда будет какая-то планета как-то проявляться, и вы сможете это рефлексировать, осознавать и в итоге понять, увидеть для себя результативность. Не просто прослушать лекцию, там, 8 штук, и как-то в голове у себя это уложить, а в принципе прям прожить эти 2 месяца постоянного планетарного влияния с пониманием того, где от чего ноги растут и где что проигралось. Поэтому и для новичков, и для тех, кто в принципе уже давно в теме, этот курс будет полезен своей практичной составляющей погружения в жизнь. Такие вот главные мысли и обстоятельства. Я, с одной стороны, рассказал сейчас и содержание курса, и какие вещи там происходят. Вот. С точки зрения оплаты, с одной стороны, все просто и непросто, потому что если вы в рамках РФ, ну, либо Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, вы с легкостью можете оплатить через сайт, внизу будет ссылка, но также есть инструменты для оплаты, если вы в Европе, Америке, там, Австралии, тогда это будут переводы на SWIFT банковские, либо история с биткоином. Биткоин — это на самом деле установить приложение с кошельком, которое занимает по времени 1 минуту, пополнить его и сделать перевод на тот номер, который кошелька, который я написал и озвучил. То есть, в принципе, там тоже все просто, если будет желание, намерение в этом разобраться. Хотя, в принципе, переводы по SWIFT, скорее всего, тоже рабочие. Ну, обычный банковский перевод, межграничный. На этом вроде все. Внизу под видео есть все ссылки. И я надеюсь, большую часть ответов, которые вы хотели бы получить, я сейчас озвучил. На этом вроде все по курсу и обучению. Начинается он 8 мая. Курс будет проходить в 11 московского времени.
То есть в воскресенье, 8 мая, первое занятие в 11 по Москве. Будет проходить на платформе Boomstream. Это платформа для трансляций живых. И текстовые материалы, я буду вам дополнительные ссылки высылать, так что у вас будет все в одном месте, весь материал курса, и текстовая, и видео составляющая, так что вы могли все это без прыгания с одного ресурса на другой все иметь под рукой. Вроде все мысли и все вопросы, которые вы задавали. Да, давайте завершу. Давайте начнем с именинников, с тельцов, затмение 1 мая в вашем знаке. Фактически здесь начинает закладываться программа на год. Программа, опять же, если ваши дни рождения в мае, то это соляр, это начало Нового года. И затмение 1 мая, оно имеет достаточно такое принципиальное, ключевое значение. В чем принципиальность? В том, что если у вас есть серьезные намерения на привнесение в свою жизнь какого-то нового витка, какого-то нового свежего воздуха, то здесь вполне это первая неделя мая это реализует. Но максимально включиться в новые энергии вам поможет, если вы здесь осмелитесь двигаться в какие-то новые места, в какие-то новые пространства. Если в принципе пробуете в жизни что-то непривычное, новое. Есть такой фильм, называется «Всему говорит да». Там, по-моему, чел решил, что какие бы предложения ни поступали, он всему будет говорить «да» и пробовать. Здесь местами эта стратегия была бы очень уместной. Возможно, стоит избегать слишком каких-то абсурдных приглашений и предложений, но в целом открыться чему-то неожиданному было бы весьма уместно. А с другой стороны, здесь очень сильна планета Уран, которая, в принципе, обеспечивает откровениями, неожиданностями, своенравностью и дает желание местами даже отчебучить чего-нибудь такое, что сами от себя в шоке будете. Вот. Опять же, наверное, самым наглядным будет то, что ваша планета Венера переходит из такого сонливого, ленивого знака Рыбы в энергичный и активный знак Овен. Это происходит уже вечером 2. Ощутить полноценно эту Венеру вы сможете 7 мая. Словно бы внутри у вас такое пробуждение произошло, и вы как волчок, как электровеник, вы как энерджайзер прям проснулись в новом энергичном качестве. Поэтому одно дело затмение предложит что-то новое, а другое ваша Венера, которая в принципе начинает быть заряженной энергией, активностью, инициативностью, и в принципе жизнь начинает в какое-то такое очень энергичное русло входить. Единственное, будьте аккуратны к черной луне. 4-5 числа вас может вовлечь в какие-то сомнительные эмоциональные разборки. Вот такие главные впечатления от недели. Опять же, пару слов только для асцендентных. Добавлю в том, что Венера в знаке Овен, она у вас в 12 доме. Опять же, это еще такой скрытый процесс. Только когда Венера перейдет к вам в 1 дом, вы начнете ощущать ее влияние, желанием украсить себя, желанием как-то выйти в свет, быть явным, проявленным. И это произойдет, скорее всего, в конце мая или в начале июня. А пока Венера находится в 12 доме, несмотря на энергичный знак Овен, в котором она находится, она все равно может быть занята какими-то скрытыми процессами и как-то проживать жизнь в таком зашоренном состоянии, местами не вовлекаться, не взаимодействовать ни с кем. Но все равно такой бунтарский характер Венеры в Овне вы в себе начнете ощущать сполна на этой неделе. Далее для близнецов. Очень интересным является то, что ваша главная планета Меркурий
переходит в знак Близнецы, ваш же собственный знак, и вы ощущаете невероятную подвижность. В принципе, начиная с этого затмения, вы как такой очень энергичный волчок, энергичный человек, который вот крутится, вертится, решает вопросы. И если сам по себе день затмения 1 мая проходит еще немножко в таком ватном состоянии прострации, потерянности, то уже 2 в понедельник вы полны энергии, драйва, инициативности решать 33 вопроса. Луна находится в понедельник, вторник, в среду тоже в вашем знаке, поэтому фактически вы главные фавориты этого коридора затмений. С вашего движника, с вашей активности, с вашей инициативности начинается большая часть процессов этого коридора затмений. Поэтому проявляйте с легкостью вот какие-то свои лидерские качества, инициативные качества, они достаточно легко, естественно, здесь будут воплощаться. Наверное, это вот такой главный посыл — постараться хорошо стартануть в начале недели, потому что четверг-пятница сваливаются в лень, сонливость и такая сильная глобальная бездейственность будет 5-6 числа. Поэтому всю движуху, которую можете устроить, постарайтесь устроить непосредственно в понедельник, вторник или среду. Выходные могут быть связаны с какими-то яркими огненными людьми, какой-то, может быть, яркий, даже страстный, интересный, увлекательный роман с персоной, которая вас впечатлила, может быть, своим внешним видом, либо своей энергией. Вот. Такие основные мысли. Ну, а в остальном вы очень легки, подвижны и, может быть, прямо ощущаться, как некое оцепенение спало. Эмоциональный фон в основном давить будет в четверг, в пятницу, в начале недели, понедельник, вторник, в среду, может быть даже прям какая-то легкость внутри почувствуется от начала коридора затмений. Если пару слов для просто асцендентных, Меркурий, конечно, перешел в знак Близнецы, но дошел ли он у вас до 1-го дома и дойдет ли здесь в мае, это еще вопрос, потому что он пройдет несколько градусов, по-моему, 5 градусов, и потом остановится и развернется назад. И будет ретрограден после 10-го. Но если он у вас перешел в 1-й дом, то вы отчетливо проявите качество Меркурия, вот эти лидерские инициативные стороны, о которых я озвучил. Если он в 12-м шарохается в течение мая, то, возможно, какая-то активность проявится, но принципиально ничего она решать не будет. Ну и в принципе тематика 12-го дома, связанного с, может быть, миграционными процессами, связанного с чем-то таким скрытым, какими-то скрытыми финансовыми задачами, в принципе, здесь звучит, ну и продолжает звучать в течение мая. Для знака Рак очень интересно здесь попробовать проанализировать влияние черной луны, которая перешла в ваш знак, и здесь, в принципе, уже в среду, в четверг может себя как-то продемонстрировать. Особенно касаемо личных отношений или каких-то симпатий, либо какого-то очень яркого, симпатичного, энергичного человека, который может себя как-то продемонстрировать, и вокруг которого может быть любовный треугольник, либо какая-то сомнительная эмоциональная история, где непонятно, то ли доверять, то ли не доверять человеку. Может проиграться здесь 4-5. Ну и черная луна еще может, хотел сказать, поскрести по сусекам, найти какой-то элемент недовольства 4-5 числа, что что-то нелицеприятное вытащить на поверхность. Но вообще черная луна максимально начнет ощущаться только в конце июня. Вот эта черная луна в знаке Рака, пока скорее такие первые какие-то ее завихрения. В остальном неделя значительной части на позитиве, потому что 2, 3, 4 ощущение даже некой легкости, освобождения, ощущение сбрасывания каких-то оков может ощущаться. Очень много прогрессивных, интересных образовательных программ, задач здесь может присутствовать.
Луна находится в вашем знаке в четверг, в пятницу и создаст очень сильное такое замедление, торможение процессов, словно бы мир начинает впадать в спячку. В четверг, в пятницу, в субботу все как в замедленном кино. Ну, в принципе, достаточно хорошее время для того, чтобы отоспаться. Там вроде 3, 4, 5 рабочие дни, но 5 уже вот начинает быть такая сонливая энергетика, и она потом держится 6, 7. Но 6, 7, пока Луна в вашем знаке, вы, в принципе, обладаете достаточно сильной, чувственной, эмоциональной, переполненной желаниями, какими-то эмоциональными страстями, энергией. Воскресенье может быть связано с каким-то ярким человеком или общением с такими энергичными, наполненными огнем, вдохновением людьми. Так, далее. Для асцендентных добавлю пару слов. Опять же, черная луна, которую упомянул, влиять на вас максимально она будет, на асцендентных, когда она перейдет границу первого дома. И в этот момент фактически все обстоятельства черной луны реализуются явным образом. Пока она идет по 12-му, вы можете даже не обратить внимания, в чем она проявлена. Соединение Солнца с Ураном в 11 доме, много раз это комментировал, это моя команда программистов, которая, может быть, мой какой-то электронный проект, связанный с прогрессивными стратегиями, с прогрессивными задачами или с командой таких прогрессивных, интересных, увлекательных людей, может здесь обозначиться в начале недели. Для львов. Для львов очень важная неделя. Важная тем, что вы здесь обладаете очень такой неожиданной, полной оригинальностей, рядом событий, которые могут вам давать инсайт день за днем. Как само это затмение, так и вся вот неделя с 2 по 8, она чревато тем, что вы реально обнаруживаете много новых способов решения вопросов. И главное, это происходит с помощью каких-то людей, партнеров, которые открывают вам глаза на какие-то обстоятельства нового мира, в котором мы сейчас живем. Во-первых, знание само по себе 1 мая связано с узлом будущего, то есть его суть — открыть глаза на то, что мы живем уже в новом мире, в новых реалиях, и надо как-то адаптироваться каким-то новым обстоятельствам, делать что-то непривычное. Благо здесь очень много проводников, которые готовы вас научить тому, научить этому, и в этом смысле информационный прорыв, он проходит здесь достаточно комфортно и легко. Но стоит в первую очередь обращать внимание на партнерство, стараться не столько в одного, то есть главные инсайты будут, когда вы находитесь в контакте с интересными, оригинальными людьми, которые готовы вам раскрыть сознание на какие-то новые вещи. И вообще увидеть мир немножко с новых каких-то позиций. Также очень важна эта неделя с точки зрения личной жизни, потому что здесь очень много точек решения вопросов, которые были точкой преткновения в начале апреля. То есть если вы могли испытывать колоссальное напряжение в попытках договориться с близкими людьми на начало апреля, то здесь на начало мая, возможно, многие из этих договоренностей сами вдруг обретут гениальные решения. И многие проблемные места, какие-то несостыковки, какие-то грубости, проявленные в начале апреля, здесь в начале мая вдруг могут обрести понимание и совместное видение с близким человеком. Также рекомендую бизнес-партнерство, рекомендую партнерство в рабочей среде, они очень результативны здесь сейчас. Но нужно понимать, что четверг-пятница, пока Луна будет в знаке Рак, все затормозится, все подвиснет и все будет в таком полусонном режиме. Поэтому четверг, пятница, суббота очень сложны с точки зрения... может быть, четверг еще окей, но пятница, суббота прям вгоняет в сон.
Еще другой особенностью Венера в знак Овна перешла. Венера – это символ симпатий, любви, обожания, и, находясь в огненном знаке, она дает обожание всем огненным людям. Поэтому фактически, чем ярче, чем больше шоу вы вокруг себя устраиваете как огненный человек, тем больше симпатии, любви и признания получаете. Эта Венера, в принципе, включается уже вечером в субботу и в воскресенье, то есть вечер субботы, воскресенье, если можете участвовать в чем-то таком зажигательном, ярком, то, в принципе, какое-то признание любви к вашей персоне вы получите. Пару слов для асцендентных. Соединение Солнца с Ураном может происходить в 10-м, может в 11-м доме. Если 10-й, то это партнерство, которое прямо ведет меня в новые реалии карьеры, ну или открывает мне глаза на то, в каких новых реалиях мы сейчас живем и как в этих новых реалиях строить карьерные тренды. Венера, которая переходит в знак Овна, в какой-то момент она у вас перейдет в 10-й дом. В этот момент вы можете познакомиться с таким яркой, ключевой женщиной, либо персоной, либо человеком, но человеком, который несет красоту. Человеком, который несет красоту и делает это очень ярко. Повторюсь, делает это очень ярко с элементами шоу. Это вот когда Венера пройдет границу 10-го дома. Если соединение Солнца с Ураном проходит у вас в 11-м доме, тогда это история обретения команды, вместе с которой возможен очень хороший прогресс. Далее, для знака Дева. Для знака Дева очень хорошая быстрота, четкость мышления и скорость освоения информации. Главная ваша планета Меркурий сейчас перешла в знак Близнецы и обладает максимальной легкостью, чтобы оперировать усвоением информации, оперировать любыми объемами данных. То есть, в принципе, прям сразу после затмения может чувствоваться такой внутренний посыл: я все могу, все разложить по полочкам. Опять же, само по себе затмение 1 мая, оно старается отрезать пласт каких-то излишних тяжелых эмоциональных переживаний и сфокусировать сознание на главных точках прогресса в работе, главных сферах, где вы все контролируете. То есть вы после этого затмения, по крайней мере до четверга, в принципе, заряжены на то, чтобы все сделать так, как нужно вам. И, в принципе, это получается достаточно естественно и комфортно. Четверг, пятница вновь возвращают в сонливое состояние. Пятница возвращает в сильные какие-то эмоциональные переживания, в ностальгические настроения, и состояние лени вновь спускается к нам с небес на пятницу, субботу, так что глаз не продрать. Поэтому постарайтесь в начале недели выложиться по максимуму, ну и решать какие-то вопросы, задачи, согласования. 3-4 вроде как раз рабочие дни, и будет достаточно хорошими днями для решения любых вопросов. Личной жизнью лучше вот заняться в пятницу, в субботу, там и эмоциональный фон достаточно сильный, и с точки зрения работы будет очень сложно собраться, сосредоточиться над чем-то в четверг и в пятницу. В остальном, главным, наверное, интересным является понедельник, вечер понедельника. Здесь буквально вот с места в карьер, несмотря на то, что день выходной, но очень легко в голове, свободно, свежо и куча интересных оригинальных мыслей, которые будут преследовать всю неделю и давать свои инсайты, озарения. Поэтому, вот такие главные, наверное, особенностей этой недели. Если пару слов для дев асцендентных, то обращаю внимание на то, что Меркурий может в какой-то момент перейти границу 10-го дома, обозначив какое-то карьерное положение, может быть, даже выдвижение на новую должность или выдвижение на какие-то важные позиции в вашей профессиональной деятельности, либо, может быть, какие-то важные принципиальные переговоры.
Опять же, Меркурий в Близнецах, в принципе, может символизировать вашу роль переговорщика, коммуникатора. Может быть, на этой неделе вам предложат перейти в отдел, где нужно много разговаривать, общаться, коммуницировать. Это также влияние перехода Меркурия в Близнецы и его связь с 10-м домом. Само по себе затмение 1 мая, оно у вас в 9-м доме, может быть связано с вопросами за границей, высшего образования, миграции, вот всеми этими темами. Для знака Весы. Очень необычным, интересным показателем является переход вашей планеты из сонливого, ленивого знака Рыбы, в коем ваша Венера находилась всю вторую половину апреля и могла вас изрядно расслабить и перевести в режим, ну не знаю, кровать, еда, сон, ну вот в таком больше жанре, как-то все в более спокойном ритме решалось. Здесь, начиная уже со среды, Венера отчетливо в знаке Овен, полна желания инициировать, куда-то двигаться, открываться новому, и здесь прям ощутится ее энергия, возможно, уже вот во вторник и в среду. Хотя, в принципе, такое подчеркнутое влияние Венеры, что меня прет и не могу уснуть, может быть с 7 на 8 мая в ночь. Там прям есть желание вот устроить какое-то шоу. Венера в огненном знаке Овен опять же склоняет вас к симпатиям вокруг таких ярких, энергичных, сильных людей. То есть пока Венера будет в Овне, а это с 3 по 28 мая, главный источник симпатии для вас – люди, которые вот как герои, которые рядом вот вдохновляют, зажигают, и если есть, возможно, начнет появляться какая-то симпатия, либо, может быть, есть какая-то симпатия, здесь она прям отчет симпатии именно к такому энергичному человеку, который как герой, то вот тема героизировать, как это правильно-то озвучить, делать кумиров и вдохновляться кумирами, по сути, главная программа этой Венеры до 28 мая. И здесь, в принципе, она уже свои какие-то первые симпатии вот в таком ключе к таким людям, обстоятельствам и ситуациям может уже обозначиться. Хочется чего-то яркого, впечатляющего, зажигательного. Но, опять же, есть еще влияние черной Луны прямо на вашу Венеру. Это может произойти в среду. Это указание того, что моя вспыльчивая, яркая, импульсивная страсть, желание или симпатия имеют связь с какой-то сомнительной историей, с какими-то сомнительными обстоятельствами черной Луны. Поэтому будьте чуть аккуратнее, деликатнее в любых встречах, в любых неожиданных симпатиях, которые могут свалиться на голову в среду и в четверг. Они могут идти именно через черную Луну. Вот. Ну, наверное, это такие главные впечатления от недели. А если брать асцендентных весов, то Венера в знаке Овен, она в какой-то момент пройдет границу 7 дома, и в этот момент тематика яркого, страстного, энергичного партнера, который как кумир, или отношений, в которых важна зажигательная составляющая партнерства, страстная, инициативная, дерзкая, ну вот как там у Тимати, что такая дерзкая. Вот здесь очень важен такой момент дерзкой импульсивности в отношениях. Он прям станет краеугольным камнем увлеченности, когда Венера пройдет границу 7 дома и вас вот буквально переклинит на каком-то ярком человеке, кумире, либо вы из своего партнера начнете вот буквально ваять какую-то персону а-ля герой. Ну и эта тематика, она будет дальше раскрываться в течение мая. Для скорпионов неделя достаточно интересная, потому что здесь очень много открывается глаза на что-то новое. Ну, либо мир, люди и партнеры, люди рядом буквально пытаются вам открыть
некий новый мир, некое движение к какому-то новому направлению. Ваша планета, она на самом деле находится в объятиях узла прошлого, и Марс находится в связке с узлом прошлого практически всю середину мая. Только, можно сказать, после 25 мая Марс высвобождается из-под желания залипать в каком-то старом мире. Поэтому вы лично скорее настроены как-то ретроградно, по старинке, не хочется никаких приключений, не хочется никаких сумасшедших историй, хотя рядом есть люди, которые, предлагают эти революционные какие-то цели, задачи, перспективы. Поэтому план на неделю таков, что с понедельника по среду вы все-таки слушаете тех, кто предлагает вот эти инновации, какие-то новые направления, открывает вам глаза на что-то новое, там может быть что-то толковое. Начиная с четверга вновь поглотит тему узла прошлого, никуда не хочу, не вылезу из своего болота, и мне здесь достаточно тепло и хорошо кормят. Особенно вот это ностальгическое состояние залипание в приятном старом болотце будет ощущаться в пятницу. Там прям не хочется даже вылазить из постели и как-то забить на любые все прогрессивные идеи, которые в начале недели звучали как прям откровение. И еще особенностью является Венера, которая сейчас перешла в знак Овна и может символизировать, что ваш эмоциональный отклик, ваше чувство симпатии может быть связано с какими-то яркими людьми. То есть это как история, возьмем тех же корейцев с этим BTS и поп, кей-поп. То есть это желание найти себе кумира, какую-то яркую персону, которой я вдохновляюсь, которая для меня как зажигалка, которая меня буквально воспламеняет, вдохновляет. Эта тематика выстроить себе кумира, вдохновиться кумиром или вдохновиться какой-то яркой демонстративной персоной все более будет ощущаться в ближайшие недели 3-4, пока Венера в знаке Овен, она буквально дает вам пристрастное отношение к таким ярким, демонстративным людям и местами обожания и вдохновения ими. В принципе, эту Венеру вы можете ощутить ориентировочно где-то на выходных. Но есть и разные мутные предложения по черной луне в среду. Будьте к ним аккуратнее. Может быть, какая-то любовная сомнительная история, либо какая-то путаница эмоциональная в семейных обстоятельствах может возникнуть в среду. Там черная луна в знаке Рак включена. Будьте чуть аккуратнее. И не обещайте больше, чем... в принципе, не стоит нести какие-то обещания в отношениях и в любви в среду. Для скорпионов асцендентных пару слов. Во-первых, затмение само по себе, смотрите, оно у вас в 7 либо в 6 доме, большая разница. Много об этом уже говорил. Если в 7, то это прямо тема партнерства, которая меня вытягивает в новый мир. Если 6, то это, скорее всего, трансформация в работе. Венера, которая переходит в знак Овна, она практически точно находится у вас в 5 доме. Это страстное эмоциональное увлечение, роман с таким ярким темпераментным началом, где демонстрация, показуха, либо тематика кумира, обожание кумира и какой-то любовной игры вокруг этого обожания может быть реализуема. То есть когда в отношениях хочется какой-то такой звездной, яркой истории. Может быть, оно сейчас прям не проявится. Венера, она хорошо раскроется ближе к 17 мая. Но и, в принципе, здесь 8 вы можете ее увидеть. Для стрельцов. Для стрельцов здесь достаточно важное значение имеет Меркурий, планета общения, коммуникации, разговоров. Чем больше вы находитесь в диалоге с другими, тем больше, в принципе, вы вылазите из какого-то своего сонливого состояния. Начало недели до среды, оно, в принципе, вас очень хорошо может взбодрить. Но, опять же, понимаем, что ваша планета до 10 мая находится еще в знаке сна, в знаке рыбы, и буквально погружена в какое-то такое меланхоличное нечто.
И просыпаться вы будете ближе к середине мая. И в конце мая, как дракон, просто взлетите над землей и начнете какой-то большой, яркий, инициативный, активный, деятельный период своей жизни, который в конце мая здесь раскроется. Пока ваша планета все еще в таком сонном, спящем состоянии. Но здесь очень много людей, которые вас тормошат до среды, предлагают какие-то новые идеи. В принципе, слушайте их, обращайте на них внимание. Пятница снова погрузит в сон. Очень интересным является Венера в Овне, которая создает элементы обожания вокруг сильных, энергичных, инициативных людей. И, возможно, придаст вам обаяние и харизму. Поэтому, если будет желание себя уже как-то начать демонстративно проявлять, включиться в какую-то инициативную, активную деятельность, то в выходные дни Венера уже начинает себя демонстрировать, особенно с вечера пятницы, с вечера субботы и воскресенья. В принципе, там может быть ощущение того, что вам даже выдадут какую-то сцену, дадут какое-то пространство, где можно как-то позвездить и показать, какие вы молодцы, как вы можете зажечь. Наверное, все впечатления. Опять же, если добавить несколько слов для асцендентных, то обращаю внимание на черную луну, которая может здесь проиграться в среду и которая может символизировать участие в каком-то в какой-то Санта-Барбаре, в каком-то эмоциональном неоднозначном союзе. Будьте здесь аккуратнее в среду. В остальном затмение проходит у вас, скорее всего, по 5-му дому. Там же может быть соединение соединение Солнца с Ураном, как откровение в технологиях, инсайты, озарения. А Меркурий, который перешел в Близнецы, смотрите, когда он пройдет границу 7-го дома. И пройдет ли. Потому что если он пройдет, тогда он отчетливо проиграется как энергичные, активные партнеры, которые буквально торопят, тащат вас в какой-то интересный, увлекательный мир. И, в принципе, неделя может быть заполнена увлекательнейшим общением. Но если это 6-й дом, то Меркурий, скорее всего, проиграется как большое количество рабочих, интересных обсуждений, но ограниченных тематикой рабочих сфер. Для козерогов. Во-первых, начало недели отрезает от всего эмоционального фона, словно бы и не было никаких страданий, переживаний, а буквально сознание очищается и присутствует некая ясность, спокойствие, и здесь очень хорошо планировать какие-то задачи, цели. В понедельник, вторник, среду мозги работают идеально, и главное, здесь очень много Урана, как планеты технологий, откровений, инсайтов, то есть есть чувство того, что я буквально нахожу 33 гениальных решения для своей работы, для своей деятельности. Это достаточно легко получается. Козерогам стоит обратить внимание на черную луну в среду, которая может предлагать сомнительные истории в отношениях. Будьте аккуратнее. Там есть яркая такая вспыльчивая, увлекательная симпатия, но одновременно с некой двухсмысленностью предложения. Очень важным с точки зрения сближения с родственниками станет пятница и суббота. Опять же, день хороший для того, чтобы позаботиться о старших, либо уделить внимание родственникам, семье. В принципе, сильный эмоциональный фон может в пятницу, в субботу обратить ваше внимание на погружение в личную, любовную, эмоциональную историю. Наверное, вот такие главные мысли. А в остальном постарайтесь быть максимально собранными над рабочими темами с понедельника, вторника и среду. Особенно в среду рабочие вопросы могут иметь очень хорошую концентрацию, неожиданные вот эти оригинальные решения, которые прям удивляют и дают совершенно необычный взгляд на обстоятельства, в которых раньше вы могли блуждать.
И еще такой момент, если начало апреля могло сковывать ваше движение, что то там проблемка, то здесь недочет, то здесь нужно что-то решить, то здесь в начале недели может быть ощущение того, что все недочеты снимаются, просто нужно брать и развиваться, куда-то быстро двигаться, чему-то быстро учиться. Для асцендентных добавлю пару слов. Смотрите, когда черная луна пройдет границу седьмого дома, именно в этот момент она проявит себя как история того, что я не могу опираться на партнера. Все нужно решать самому. Или не могу опираться на эмоциональное доверие в отношениях и начинаю фокусироваться на себе, на своей работе. То есть черная луна, выйдя на границу седьмого дома, это может на самом деле пройти и в мае, и в сентябре. То есть в зависимости от вашего положения седьмого дома. Вот. Соединение Солнца с Ураном, скорее всего, может происходить у вас в четвертом доме. Это оригинальные решения, связанные с недвижимостью, с ЖКХ, какие-то инсайты, прозрения, как мне решать вопрос недвижки. Может быть, ваша работа связана с этим, там вы риэлтор и какую-то новую программу для работы найдете. Или новый способ сделать ремонт, какое-то новое оборудование для своего дома решите закупить в связи с этим затмением. Для водолеев неделя очень значимая, потому что она дает состояние, что я все могу, у меня отрезается весь план эмоциональных сомнений, метаний. Затмение 1 мая, оно отрезает буквально от узла прошлого. Я не хочу жить какими-то старыми, избитыми, давно пройденными обстоятельствами, ситуациями, людьми. Я хочу настроить себя на новые цели, задачи, глобальные планы трансформации своей жизни. Поэтому идеально, если здесь, особенно с понедельника по четверг, вы в каком-то роде отстранитесь, это на самом деле само будет происходить, отстранитесь от своих каких-то таких страдательных эмоциональных сюжетов, а полноценно сфокусируйте свое внимание на карьерную трансформацию и прогресс, на изменения, которые вы можете вообще внести в свою жизнь, и главное, как вы можете перестроить свою жизнь. Важнейшим здесь является сюжет отношений и личной жизни, но построенный на рациональных основаниях. То есть в каком-то роде эта неделя звучит как я отбрасываю эмоциональные составляющие отношений, а весь фокус внимания, обращаю весь фокус внимания на союзы, имеющие материальный потенциал. То есть хватит с меня союзов, которые меня заставляют страдать или быть в сильных эмоциях, местами даже хороших. Я хочу сфокусироваться на том союзе, на такой личной жизни, где у меня есть материальная база, устойчивость и хорошее видение прогресса в перспективу. Именно на это направляет предстоящая неделя. То есть буквально звучит пофиг мне, что в эмоциях. Главное, что есть точка прогресса совместного, материального с партнером. Тогда окей, есть о чем поговорить и есть куда двигаться вместе. И в этом достаточно рационалистичном взгляде на вещи может звучать выход из противоречий и напряжений, которые могли звучать в начале апреля. И другая особенность, здесь очень сильна планета Уран, планета независимости, бунтарства, и ваша природа быть самой по себе, самодостаточным, независимым здесь будет очень обострена, но она не мешает партнерству. Ситуация буквально звучит как то, что я выбираю те отношения или тот союз, который, с одной стороны, определяет и направляет материальный вектор развития, имеет этот вектор материального развития, а с другой стороны союз, где каждый имеет очень много свободы, самостоятельности и независимости друг от друга. Вот такие тематики и мысли, и состояния будут провоцироваться этим затмением 1 мая и всей предстоящей неделей. Хотя в пятницу некая такая меланхолия, тоска, ностальгия по эмоциональной составляющей жизни все-таки вернется. Но начало недели прям протрезвит от всех эмоций.
Будьте очень аккуратны к ярким людям, вокруг которых сомнительные обстоятельства черной луны в среду. Ну, это такой небольшой комментарий. Пару слов для асцендентных. Солнце в соединении с Сатурном, скорее всего, в соединении с Ураном, скорее всего, в третьем доме. Это откровение, обучение, общение, которое несет массу инсайтов. Меркурий в Близнецы вошел, но когда он войдет в четвертый дом, в этот момент обозначатся какие-то движения, связанные с домом, с недвижимостью, какие-то важные ключевые принципиальные переговоры с домашними. Может быть, по домашнему быту, по ремонту, либо по обстоятельствам дома. То есть тема недвижимости отчетливо начнет звучать, как Меркурий пройдет границу четвертого. Для знака Рыбы. Неделя важна своей мегарационализацией и структуризацией информационных и мыслительных потоков. То есть буквально эмоциональный фон вытесняется из-за недели. Особенно начало недели, оно буквально отрезает вас от каких-то эмоциональных составляющих вашей жизни, буквально говоря о том, что не время вообще удерживать свою жизнь какими-то эмоциями. Сфокусируй свое внимание лучше на том, что происходит в твоем сознании с точки зрения обучения, каких-то интересных предложений, каких-то возможностей. То есть, может быть, даже рыбы вы не узнаете себя на этой неделе, потому что такой мегарационализм и желание все как-то оцифровать, разложить по полочкам, систематизировать – это очень полезная история для бизнеса, для работы, но эмоциональный фон, он буквально вот потерян, словно бы и не было никаких эмоций. Хотя, конечно, эмоциональная ностальгия, эмоциональный фон, он вернется где-то в пятницу, в субботу, но до среды ощущение прям протрезвления, как стеклышко. Вот что все эмоции ушли, и остались только какие-то четкие, ясные, рабочие, финансовые цели, задачи. Также эта неделя, особенно начало, несет рационализирование в отношениях. Ну, то есть буквально звучит как ключевые партнеры в личной и в рабочей реальности, с которыми нас вместе ждут материальные обсуждения и разговоры о каком-то совместном материальном прогрессе. Для рыб очень интересно может проиграться шоу «Черной луны» в среду. Там есть участие в сомнительной эмоциональной истории. Ее сомнительность связана с черной луной, которая находится в водном знаке, и которая, по сути, говорит о том, что тематика близости и опоры на какие-то привязанности, то есть сама тематика близости искажена. Словно бы непонятно, кому действительно доверять и кто действительно близок. По крайней мере, такие сомнения черная луна около среды, 4 мая, может заложить. Опять же, черная луна, она сейчас очень по касательной идет, раскроется она очевидным образом только в конце июня, но сейчас какие-то ее искажения в вопросах доверия вы можете уловить 4. Пару слов для асцендентных добавлю. Соединение Солнца с Ураном и затмение 1 мая, скорее всего, это тема 2 дома. Я осваиваю инструменты финансовой независимости, самостоятельной финансовой индивидуальности, то есть когда я сам себе мастер, фломастер, ломастер. То есть тема свободы от служения другим организациям, другим обстоятельствам, людям, словно бы вот этот мотив «хочу все сам». Может быть, желание бросить свою связанность с какой-то работой или организацией и выйти в какое-то самостоятельное плавание будет усилено вот этими первыми днями мая. Ну и, соответственно, здесь может быть какая-то новая профессия, новый подход к работе, предполагающий новый уровень самостоятельности и независимости. В принципе, вот такие вот ключевые даты, моменты.
Венера, которая перешла в знак Овен, по сути говорит о том, что вы все больше чувствуете пробуждение какой-то активной деятельной энергии, то есть вся эта спячка, длящаяся с января по май, она здесь уже постепенно начинает заканчиваться, начинает все больше и больше внутри появляться энергии. Ну а черная луна, смотрите, когда она у вас пройдет границу 5-го дома, в этот момент она проявит себя как легкомысленные чаяния вокруг вопроса ребенка. Либо, может быть, страхи, либо, наоборот, формальное поверхностное отношение. Ну, например, отправить ребенка в какой-то там детский лагерь на лето, при этом обстоятельно вопрос не изучив, так что потом окажется, что ребенка отправили, а лагерь уже наполовину распущен, и там, например, убитые корпуса или что-то в этом духе. Пока мир черная луна будет находиться в 5-м доме, это, по сути, указание того, что вокруг моего ребенка есть масса легкомысленных решений. То есть просто проявить большую тщательность, внимательность и аккуратность к этому вопросу, чтобы черная луна не создавала своих сложностей. И тем самым исключить ее влияние. Просто своей внимательностью. Для знака Овен тут любопытный момент. С одной стороны, ваша планета Марс находится в знаке Рыбы и в процессе спячки до 24 мая, то есть вы видите, с одной стороны, очень такие эмоциональные, насыщенные сны, но такое ощущение, что вся ваша энергия, она не вовне обращена, а в какой-то внутренний переживательный процесс. Там может быть и страсть, и эмоции, и чувства, но все это совершенно не направлено на внешнюю активность. То есть касательно внешнего мира вы ленивы просто вот до нельзя. То есть чтобы что-то стать, сделать, куда-то там пойти, энергии просто вот какая-то такая отключка. Но чтобы переживать, чувствовать родню, близость, семью, в принципе, здесь масса вот таких переживательных энергий, вы ими можете быть наполнены. Поэтому сейчас до 20-х чисел мая вы живете не для внешних свершений, а для переживания, сопереживания своих близких, семьи, родных, как-то вот больше в чувствах все внутри. Сны яркие, насыщенные. Но суть-то недели в том, что здесь происходит затмение в очень рациональном, материалистичном положении. И затмение говорит о том, что пока ты спишь, мир прогрессирует. И с 1 по 4 число, по среду, прям масса каких-то инсайтов, озарений, неожиданностей, сюрпризов может обозначаться в пространстве, буквально предлагая, что бежим туда, бежим сюда, давай вот здесь вот что-то узнаем, давай вот здесь вот новую информацию почерпнем. Может быть, обозначаются какие-то материальные точки прогресса и программы реально прорыва в своей профессиональной деятельности, но вы видите 10-й сон и отмахиваетесь, скорее всего, от всех этих каких-то движух, но если вдруг вас все-таки разбудят, потормошат, куда-то потащат, очень рекомендую идти за этой энергией с 1 по 4, буквально по среду. То есть все-таки двигаться за этими инициативными, что-то там обещающими, оригинальными людьми, потому что затмение 1 мая определяет цикл энергии, в котором вы будете находиться весь июль и август. То есть здесь 1 мая и до 4 будут озвучены те планы, перспективы, в которые вы погрузитесь потом в июле, в августе, а пока вы более такой сонный, ничего не хотящий, меланхоличный, до нельзя просто, до неприличия просто меланхоличный. То есть вот в другой момент жизни вы бы поглядели на себя нынешнего и просто сказали, вот это уже неприлично просто, вот настолько прям сопли жевать. Интересным моментом является Венера, которая переходит здесь в ваш знак, и она на самом деле чуть-чуть пытается вас пробудить. Венера в вашем знаке Овен говорит о том, что вас начинают ценить и обожать качество смельчака, качество героя. То есть вы такой сонный лентяй, который лежит там на печи, почесывает затылок в своей меланхолии, не знаю, там просто уже депрессирует, то появляется либо человек,
либо обстоятельства, которые в лице этой Венеры в Овне буквально говорят: да ты у нас герой, да ты у нас как бы вот сейчас меч возьмешь и там пойдешь силушку богатырскую покажешь, и, возможно, какого-то рода мотивация от близкого, любимого человека или из отношений, либо просто вами начинают вдохновляться, вас начинают любить как героя, как смельчака, как вот этого Овна, который на коне, а не под конем спит, как сейчас. И вдруг это начинает действовать. Вы в какой-то момент беретесь там за меч, вот сейчас все-таки пойду что-то поделаю, но не успев слезть с печи, засыпаете там снова. Но, тем не менее, здесь есть люди, которые с помощью этой Венеры в Овне вас боготворят, пытаются пробудить ваш дух, вашу инициативность. Скорее всего, это происходит в формате какой-то любовной истории, которая подчеркивает ваши экспрессивные, динамичные качества Овна, но скорее как какой же ты замечательный, или какая же ты замечательная, когда вот такая смелая, дерзкая, инициативная, или смелый, дерзкий, инициативный. И вас это, с одной стороны, вдохновляет, но далеко на этой Венере не уедешь. Вот когда Юпитер с Марсом в конце мая перейдут в ваш знак Овен, там вы далеко уедете на коне, и там понесется. Хотел сказать, 7 домов сожгли, 7 коней остановили, ну или как там, горящую в избу войдет. То есть там, короче, будет все. А пока скорее такие сладкие речи и вдохновения о том, какой вы, может быть, герой, но вы это как-то сквозь дрему только слышите, и, ну, в принципе, все равно приятно. Ну, либо желание вот чисто ради отношений распушить свой хвост, показать, какой я там герой, но на самом деле чувство лени все равно съедает и меланхолии. Такая вот Венера. Ну и конкретно момент черной луны в среду, как некое искажение в вопросах доверия. Будьте там аккуратней. Со временем сделаю полное видео про черную луну в знаке Рак. Она здесь проявится только в среду, но, возможно, какие-то свои сомнения, недоверие может посеять в личной жизни. Не ловитесь на нее. Если же какое-то сомнение закралось, просто спрашивайте человека прямо, что, в принципе, вы овном умеете делать хорошо. Ну, либо сами будьте внимательны и вляпываться в какую-то сомнительную историю под этой черной луной в среду или нет. Для асцендентных добавлю лишь, что обратите внимание, когда Венера пройдет границу первого дома, именно в этот момент вы станете вот этим любимчиком, героем, который вот обожаем, которому слагают легенды, которым вдохновляются, хотя сил-то вершить подвиги сейчас пока еще нет, они появятся только в конце мая, но уже любовь аудитории вы можете получить, как только Венера пройдет границу первого дома. Ну, может быть, какая-то страстность, любовная энергетика, харизма прям сразу начнет чувствоваться в вашем пространстве. На этом все. Спасибо за внимание. Буду ждать ваших лайков, подписок, если вы нашли все это интересным, полезным. Ну и до связи. Хорошего вам начала коридора затмений. Пока-пока.